Привет! В этом видео поговорим о том, как избавиться от язвы желудка. У меня в колледже была язва желудка. Это было очень-очень больно, и я глотал лекарства как не в себя. Я покупал их в таких больших упаковках. В общем, тут у меня есть личный опыт, и я знаю, каково это — жить с язвой. Это на самом деле довольно серьезная проблема, если подумать, ведь язва буквально проедает дырку в желудке. Она кровоточит, и это огромная проблема. Нужно очень сильно болеть, чтобы ее получить, и я был нездоров. Чуть позже я расскажу вам об этом, но сначала я хочу рассказать о разнице между язвой и кислотной отрыжкой, или изжогой. В норме уровень pH в желудке должен быть от 1,5 до 3, и это очень-очень сильная кислота. Сверху над желудком есть небольшой клапан. Если уровень pH начинает расти, то есть становиться более щелочным, то этот клапан перестает закрываться как следует, и кислота начинает выбрызгивать наверх. Это и ощущается как кислотная отрыжка или несварение. Все становится хуже из-за еды, потому что еда разбавляет кислоту и в итоге отрыгивается наверх. Но при язве еда обычно накрывает поврежденный участок желудка, и больному становится лучше, хоть и временно. Я хотел объяснить вам разницу. При язве наносится ущерб слизистой желудка. Это слой, который его защищает. Организм производит от 0,5 до 1,5 литров желудочного сока в день. Желудочный сок состоит из соляной кислоты, хлорида калия и хлорида натрия. Поэтому вам нужны калий и натрий для пищеварения. Теперь давайте поговорим о 4 основных причинах язвы. Первое — это Helicobacter pylori. У меня есть об этом отдельный ролик, если хотите посмотреть. Ссылка будет в описании. Это бактерия, которая может разрушить слизистую желудка и проделать в нем дыру. Второе — НПВП. Это противовоспалительные препараты. Третье — стресс. Почему? Потому что нервная система, которая управляет желудком, это вегетативная нервная система, и основной ее отдел, всецело заведующий пищеварением, парасимпатический. Стресс активирует симпатическую нервную систему «бей или беги», тем самым замедляя парасимпатическую. Попробуйте что-то переварить, когда за вами гонится тигр или у вас стресс. Вряд ли получится. Пищеварение работает лучше, когда вы спокойны. И четвертый, очень интересный пункт — идиопатия. Возможно, вы не в курсе, что это. Идиопатия — это когда причина неизвестна. Но причина есть всегда. Я скажу вам, что, на мой взгляд, может это вызвать. Первое — чрезмерное потребление алкоголя. Второе — гиперкальциемия. Это когда в крови слишком много кальция. И один из ее побочных эффектов — это как раз язва. Третье — это рафинированные продукты. Особенно, когда вам не хватает витамина Е. Витамин Е защищает желудок от возникновения язвы. Витамин Е — это очень мощный антиоксидант, а еще он защищает артерии. Если вдуматься, то язва — это окислительное повреждение тканей желудка. Это значит, что организму не хватает определенных антиоксидантов, чтобы защитить себя. Организм будет более подвержен проблемам, если есть рафинированную пищу без антиоксидантов. И я сейчас говорю не про прием антиоксидантов отдельно, а про то, чтобы есть пищу, которая их содержит. Овощи, например. У людей с язвой всегда есть дефицит каких-либо из этих нутриентов. Витамина В1, В2, В6, В12, витамина С или фолиевой кислоты. Теперь давайте поговорим о средствах, которые стоит принимать от язвы желудка. Конечно же, я рекомендую здоровое кето и интервальное голодание. Это само собой. Перейдите по ссылке в описании, если вы не знаете, что это. Вот 4 очень действенных средства. Первое — капустный сок. В капусте есть определенные соединения, которые хорошо помогают от язвы, и это тщательно изучено. Я оставлю ссылки на исследования. Вы можете навредить желудку, если сок будет ферментированным, как у квашеной капусты, так как он может быть раздражителем. Но если пить обычный сок или даже просто регулярно есть капусту, это может принести облегчение.
Хлорофилл очень хорошо может заживлять язву желудка. Хлорофилл есть в листовой зелени или в соке витграсса в порошке. Лакрица тоже может помочь в заживлении язвы, а также цинк-карнозин. Это особый цинк, прикрепленный к аминокислоте, которая помогает доставлять цинк в желудок. Это очень-очень действенное средство. Можете попробовать одно из них или несколько. Хочу рассказать, как я заработал язву. Это была комбинация из сильнейшего стресса и рафинированной пищи. Я ел только ее. У меня не было хлорофилла в рационе, я не ел ничего зеленого. Все, что я ел из зеленого, это фисташковое мороженое и лаймовое желе, но это не помогло. Тогда я не знал самых основ здоровья. На этом все, спасибо за просмотр, до скорых встреч! Я хочу поблагодарить вас за просмотр моих видео. Если вы еще не подписались, подпишитесь, чтобы получать уведомления о новых видео.